Вы даете разрешение на запись этого разговора и на Да. его публикацию? Даю. Как у вас фамилия, имя, отчество? Науменко Дмитрий Николаевич. Число и все положение. 18.09.2001 года рождения. Где родились? Родился в городе Волгоград, Калачевский район. Фактический адрес проживания? Город Волгоград, Калачевский район, поселок Прудбой, улица Молодежная, дом 9. Мгм. На всякий случай. Инстаграм. Дим, прочитай, как там логин. Логин Н. Инстаграм, нижнее подчеркивание, n.велес, Велес. нижнее Да он подчеркивание, сам рус. помнит. Такое. Так, ну, опять-таки, Инстаграм закрыт. Ну, при желании, кто хочет, может зайти, посмотреть, убедиться. Как вы попали в Украину? В ночь с 23 на 24 число, получается, у нас объявляют боевую тревогу, мы грузимся в БМП-2, после чего мы едем весь день, всю ночь. Вот. А сколько вас ехало в колонне таких? В колонне ехало 6 машин и КАМАЗ, Мгм. ну, это по моим данным, ну, которые видел. А Вот. людей сколько в общем сложности было? Ну, в общей сложности я вам точно не скажу, потому что у нас там были прикомандированы, но, то есть у нас не полный штат был. Мгм. От Ну, человек человек 40, 40. от 40 до 70 где-то. 40 до 70. Мгм. Вот. Ехали весь день и всю ночь, ехали в десанте, получается. Потом остановились ночью в каком-то лесу, там переночевали, ну как переночевали, охраняли вокруг БМП, ходили по очереди. Вот. Затем под утро уже, как начало расцветать, мы выехали опять, ехали где-то примерно, где-то около обеда было. И нас начали обстреливать. Командир машины сказал, спешиваемся. Когда мы уже выбежали, началась стрельба. Вот. Я не знал, куда бежать. Увидел то, что мы, получается, были на самом верху моста. Вот. И, получается, если ехать, то справа был железный отбойник. Вот. Я побежал за него и уже начал понимать, где я. То есть увидел знак на Херсон. Вдали увидел еще знак молодежный, молодежь, что-то такое вот. Вот. После того, как начался уже прям хороший обстрел, наша техника начала сдавать назад. Там была заправка, мы за заправку все спрятались, ну там овраг был. Сидели там около полтора часа, наверное, вот так вот где-то. Вот. У нас у всех уже началась паника, там сержанты все бегали, типа надо отступать. У нас у половины автоматы заклинены, из всех БМП стреляет только две БМП стреляет. Было 6, да? Было 6, да. И в которой я был, у нас даже ни одного выстрела не было произведено. У нее под середину, наверное, пути, вот после ночи, вот это, когда мы в лесу стояли, у нее отказала электроника вся. То есть только ручное все было. Вот. После, когда закончился обстрел на мосту, нам сказали, обратно садимся в десант, после чего мы залезли все в десант, кто в десант, кто сверху залез, потому что когда мы стояли там, ну, на мосту, нас начали обстреливать, после мы погрузились, вот, выехали, вот, получается, мост, поехали прямо. Нигде не сворачивали, ехали, наверное, часа так 2, наверное, может 3, не знаю, начинало уже смеркаться. Вот. Затем нам сказали, опять спешиваемся. Когда я вылез, я увидел то, что слева от нас была железная дорога, а вдали, ну не вдали, так в видимом от меня расстоянии была какая-то деревня и стояли ангары сельхоз. Вот. Позже я заметил то, что вот железная дорога, и там была лесополоса, и в лесополосе стояли КАМАЗы. Но никто так и не выяснил, типа наши они или не наши, и продолжали бездействовать. После чего мы начали уже так потихоньку подходить к ротному и узнавать, типа, что происходит, типа, почему мы стоим, почему мы поехали прямо, а не обратно. От ответов он уклонялся.
нам сказали занять круговую оборону. Я стоял параллельно железной дороге, ну, в обратную сторону смотрел. Увидел, как эти КАМАЗы уезжают, то есть уже не сзади они были, они уже спереди нас проезжали. Когда они скрылись в лес, из-за леса появился вертолет. Я взял свой пулемет и побежал за железную дорогу. Там были кусты, я лег в кусты, но почти успел добежать до кустов, правда. Началась стрельба, наши БМП фактически все были с повреждениями. Одна, точно помню, горела, у нее сдетонировал БК. После чего я встал, и вся наша вот эта пехота начала разбредаться по лесам. И я услышал краем уха то, что сержанты кричали: «Двигаемся в деревню». И двигаемся в деревню маленькими компашками. Я вот после этого нашел товарища Лиховидова и Долганова. Вот. Я предложил им идти не как все, а лесополосой, чтобы, типа, если будет вертолет, типа, потому что я с пулеметом далеко не убегу, идти лесами. Мы дошли до деревни, увидели там фонарики и не решились идти туда, потому что это была территориальная оборона, типа, военные, потому что там непонятно было, деревня это именно или типа в лесополосе техника стоит. Мы вернулись немножко назад, там были густые кусты деревьев. Мы в них дождались утра, там, кто смог, поспал. Когда мы проснулись, начали собираться в деревню идти, потому что, по информации, то, что там должны были быть наши. Мы, получается, там типа канал такой был, не канал, бетонные такие сооружения под сток вод. Когда мы на него поднялись, увидели то, что вдали уже уезжала техника. Технику я не видел именно какая. Вот. И мы поняли то, что это наши, и решили вернуться где была разбита колонна, и забрать или попробовать найти еду, потому что мы 2 или 3 суток не ели. Вот. И найти рацию, хотя бы как-то связаться с нашими. Правда, что вам там сухпайки давали 14-15 годов лета? У нас вообще, вот в нашей машине вообще сухпайков не было. То есть у нас сержант, он перед вот этой всей фигней он пил. То есть, когда у нас была боевая тревога, он не успел даже сухпайки элементарно взять. То есть он запил и забыл взять сухпайки? Да. В то время, когда нам должны были раздавать сухпайки, он пил. Это еще было в воинской части. Это было между Армянском и Филатовкой, там, где наш лагерь был палаточный. Он пьяный, сел в машину и поехал, и все осталось. Да, мы еще несколько раз глохли, нас толкали. Мы несколько раз даже терялись от колонны. А сержант на какой должности был? Он вообще командир отделения, но он был как бы из-за механика-водителя. То есть он был и водителем, и командиром отделения. Да. То есть у нас, говорю, А он ехал за рулем? Да. Он же пьяный был. Пьяным ехал, вез. Ну окей, хорошо. Что случилось со всеми остальными из вашей колонны? Когда я бежал, я видел точно 2 раненых, но именно убитых я не видел. А То куда есть, эти раненые делись? сначала их тащили вместе с нами, но потом я заметил то, что вот этот КАМАЗ, который с нами был, их там кого-то начали туда таскать, кого-то с нами понесли, то есть, вот в панике мы все начали разбегаться же, и я дальше не видел. Я видел, то, что КАМАЗ подъехал туда, типа, оставшийся. Понятно, так. И Вот. После чего мы дошли вот до вот этой разбитой техники, там стояла, по-моему, Тайфун вроде называется, медицинский разбитый. И на технику не обратил внимания, и почему-то я увидел там еще БТР.
Ну, то есть ближе, Украинский уже? ближе к деревне нет, наший был. А, Я не ваш. знаю, откуда он там Так, появился. так. Вот. И стоял 2 или 3 разбитые бэхи наши. Вот. Но я просто не обращал внимания, потому что у нас там территориально вот это, так, как я потом узнал, оборона. Вот. Мы им оружие начали сдавать, начали искать сухпайки. Я вот вокруг Тайфуна лазил и там увидел чью-то стопу. И двери у него были выбиты. И где, получается, людей возят, там тоже кровь была. То есть, Стопу оторванную, в смысле? ну, в прямом. Ну, я понял. Отдельно лежащую стопу Да. от тела. Причем там ни одного трупа не было, ничего. Ну вот, и после нас вот уже привели в деревню, вот, накормили, напоили, Привели кто? ну, вот местные, которые Ну, а как вы с ними встретились? около техники. То есть, когда мы пришли искать рации и еду, они уже там были. Угу. А, то есть в это все вот в один момент происходило, да, и какой между вами завязался, может, диалог? Мы, типа, начали... Ну, вообще, я шел последний, вот, получается. Когда я перешел железную дорогу, я увидел то, что наши пацаны уже с ними говорят, и я понял то, что это уже, типа, точно не наши. Я просто сел и слушал, а пацаны, им, типа, вот, мы, типа, хотим сдаться, нас бросили. Они говорят, типа, говорит, правильно, типа, вам все равно, если вы обратно пойдете, вас ваши не узнают, и наши, типа, тут местные вас могут, типа, тоже убить. И вот мы решили все сдать, все броню, все автоматы, все Ну, в общем, вас местные доставили, я так понимаю, в деревню. И после деревни они там позвонили в полицию, нас привезли в полицию, потом в СИЗО, и вот уже 3-я тюрьма, получается, до сих пор. я понял. Что вы можете передать тем, кто сейчас вот отправляется в Украину из России? Вообще не отправляться сюда, потому что это реально бессмысленные траты жизни людей. Потому что реально я вот сколько новостей, Давай сколько все поговорим. посмотрел, то что у нас все вот прям одно и то же. Мы воюем, грубо говоря, со своими же братьями. Ну, как вам сказать, брат уже не да, идет я понимаю. брата убивать вообще-то. Ну, если это брат. А если уже идет, то он уже как бы и не брат, да? А что бы вы сделали сейчас на месте, если этих людей, которых сейчас отправляют, если бы знали все наперед? Увольнялся бы, наверное, как-нибудь лучше подсидел, чем вот это вот по-тупому, получается, тратить жизнь, понимая то, что это чей-то приказ. Вот. О нас даже не думает наше начальство, а мы, сколько у нас пацанов молодых погибло. Ну, дай бог, надеюсь, что они живы. Потому что вот как нам сказали местные, то, что они в сельхозе взяли, типа, стояли они все-таки в деревне, вот, и в сельхозе взяли технику местную. Мы дозвонились с твоей сестрой. Я слышала. Алло, сестра, О, Димка. привет. Дима, Привет. привет. Че там, как дела? Я в плену. Живой, здоровый. Я в плену, живой, здоровый. Хорошо, что позвонил. Да мы видели, как бы знаем. Че там, да? Как там мать? Мать держится. Че сам? Да я отлично. Хорошо то, что живой хоть. Ну это мы уже поняли, что хорошо, что ты живой. Что еще скажешь? Ничего, жду, когда хотя бы обменяют, не знаю. У нас там что-нибудь двигается вообще. Ну, что-то вроде бы как. Ну, ты же знаешь, сам все прекрасно. А ты с матерью общаешься, нет? Она там что, вообще нормально? Конечно, мы все теперь общаемся. Ну, кроме тетушки, которая в той стороне, как бы, тяжело с ней общаться. А этот, где Виталик с Денисом, не знаешь? Все здесь. Все здесь, слава богу, хоть что-то. Ну, зачем
сильно переживаю. Я тоже. Ну, у меня ситуация получше, чем у остальных, по крайней мере. Я все знаю, я абсолютно все знаю. И к отцу я ездила, просила. Почаще к нему ездишь? И я и так ездила, прошу, чтобы он тебе снился хотя бы. Тебя, как и всех, на видео снимают? Да. Понятно, короче, в сети лови, да? Ищи своих каналов. Ищи своих каналов в Телеграме. Есть, я там все время сижу. После первого видео, которое Лиховедов, ну, как бы снимали с ним, после него как бы на нас в сети вышли, и мы узнали, что ты в плену. Все же знают уже это, да? Конечно, мы как бы всех отповестили. В первую очередь твою часть. А они что вообще говорят? Что говорят? Сказали, занимаемся, в курсе, ждите. Какой у вас официальный Ждем. статус? Счастье. Ждем, верим, Ну, надеемся. вас официально занесли в список пленных? или нет? А нас официально занесли в список пленных? Говорят, что да. А там, я не знаю. Я не видела. Документы Я не есть. видела, нам это не дают. Говорить говорят, а так на самом деле. Ну ты сам все понимаешь. Да я уже понял, какая у нас армия. Хорошая, прекрасная. Мы руки не, ну как бы не опускаем. У нас вариант только ждать и надеяться. Я понял. Вы говорите, с той стороны, у вас родственница где-то в Украине, да, получается? У нас есть тут родственники? Родственники есть, но очень далекие, как бы мы из всех, мы с ними никогда не встречались и не общались. Но родственники там есть, в Херсоне. Ну, я И понял. знают только наши родители, и все. Ну, вопрос Это вы зададите держи. или не сможете задать? Задам. Вопрос, сестра, надо ответить. Не надо, можно. Можно ответить. Для чего русские убивают украинцев? Ты нас спрашиваешь. Я вообще ничего не понимаю. Ну, И я не могу ответить на Ну, этот а как вопрос, относишься? и как бы Как и не могу ответить на это. У меня нету ответов на эти все вопросы, которые в сети. Мы все в шоке, мы просто в большом шоке, что происходит. Мы друг друга уничтожаем, родственники уничтожают родственников. Где такое видно было? Ну, вот так вот. Можно маму спросить, матушки? Останови запись, спросим номер мамы. Олесь, Крабе поддерживаем, потому что у нее, ну я не знаю, она и так у нас славенькая. Димка, все ждут, все надеются, все как бы переживают очень сильно. Но как бы маме звонить, сам подумай. Ну, окей, заканчивается. хорошо, я понял. Давай держись там, Давайте. мы тебя любим. Я тебя тоже. Передай там всем привет, пожалуйста. Не плачь, Дим, держись, пожалуйста, очень прошу, держись. Все будет хорошо, я уверена в этом. Все. Давай, Всё, я понял, целую, давай. пока-пока. Я вас тоже люблю, целую. Все-таки зачем россияне пришли убивать украинцев? Как вы себе это объясняете? Минуточку. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, для уважаемого Ютуба, который блокирует все наши ролики, что ваши слезы вызваны... Чем они вызваны? С моим положением, которое меня поставило государство. Но это не я оказываю на вас какое-то давление Нет. сейчас, правильно? У меня еще такой вопрос. То, что мы делаем сейчас как журналисты, это важно или нет? Да, это очень важно донести хотя бы как-то суть для тех, кто сидит сейчас, как говорят, в железном вот этом занавесе. Плохое, а что что- вам что-то сделали? Ничего мне плохого не сделали, наоборот, хорошее. Это хорошо, что мы вам дали позвонить? Да. Да, ну как бы у меня тут вопросов больше нет. Напутственно скажете что-то? Я уже как бы... Да, передайте что-нибудь своим, если хотите, или солдатам, которых сейчас вот отправляют в Украину, как вас. Парни, которые сослуживцы, военные все, не едьте сюда. Это бессмысленная трата жизней по приказу, который приказ, который вообще в принципе не соответствует человеческим факторам жизни и выбору. Здесь гибнут молодые со стариками. Я вот даже чисто физически не знаю, если я когда вернусь и встречу родителей этих парней, как им смотреть в глаза. И хотя я знаю то, что у нас половина этих парней поставят то, что они будут без вести пропавшие. Хотя они погибали тут как мясо. От себя можете еще что-нибудь добавить, может быть, по истории? Я по той, что с вами было, может быть, какие-то нюансы еще что-нибудь. Что-то хотите просто рассказать от себя? Не знаю, облегчить душу или что? От себя я хочу сказать то, что вот эту территориальную оборону, ну вообще в селе, когда я был, мне очень понравилось, как с нами мирные жители обращались. То есть, да, сначала они там на нас ругались, но когда мы объяснили, сколько нам лет и что мы тут делаем, они уже как-то, им жалко нас стало, они нас кормили. Вот. Не фашист. Не фашист. Вы знаете, очень что добрый. территориальная оборона — это обычные гражданские люди, которым просто Вот. дали оружие? Да, я видел. Старики, молодые все. Ну, не с хлебом с солью, да? Вы думали, с хлебом с солью вас будут здесь встречать, не с хлебом с солью. Далеко не с хлебом с солью. Все города вон по новостям стирают. Все. Детская мечта была Одессу увидеть. Видите, какую надо остервенелую ненависть иметь просто к Украине для того, чтобы такое вот делать? Я представляю, какие там. Ну тоже там, судя как у нас была одна рация, народ. Тут чисто физически, я так понимаю, у всех так. То, что связаться не с кем, вот команд никаких нет, никаких указаний нету. То, что нас вообще вывезли сюда как... Я фактически пока не увидел этот знак Херсона, даже не понял, где я. То есть у нас все начали понимать вот 23-го вечером то, что нам для чего-то выдавали аптечки, вот эту всю фигню. Тоже вот этот ротный, комбат, они все отдельно держались. Не вопросов, сержанты тоже какие-то безалаберные. Ничего не знают, ничего не слышат. Вот как вы думаете, чем россияне теперешние отличаются от фашистов во время Второй мировой войны? Фактически уже ничем. Также церкви он сжигает, города он истребляет, все. Видели Мариуполь? Да, Что сделали с мирным населением? поубивали. Как это называется? Фашизм, геноцид. Говорите. Мы не Если можем, вы, кстати, хотите маме все-таки позвонить, мы же номер такие. мы можем еще раз, я могу выключить и вы... Да, мы после записи можем вам... Без записи. Я как бы вижу, что вы... Да. Без записи матери вы позвоните, поговорите. Не на громкую. Верю в ваши эмоции. Не знаете, не всяким вот веришь, не всегда. Если вам сестра говорит, верится. то не стоит. Ну, видимо, такие есть. Хорошо, спасибо. Вам спасибо. Можно номера запишу? Да.